Привет, друзья! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня смотрим новую распаковку, первую в этом году. Ну, я, как всегда, не буду долго затягивать с разговорами, хотя новостей у меня для канала очень много. Давайте начинать, остальное потом. Я сегодня делаю прям распаковку в прямом смысле этого слова, потому как еще дома даже не открывала эти пакеты, в которых складываю найденные украшения. И буду прямо сейчас их с вами и рассматривать поподробнее. Конечно же, все это у меня еще не помытое, не чищенное. Вот как есть часть вот такая. Ну что, давайте начнем. Начнем с вот этих клипс Пьер Ланг. Я думаю, что украшения Пьер Ланг многим известны. Это австрийский бренд, он существует по сей день. И очень часто их можно встретить где-то уже, знаете, на вторичном рынке. Не знаю, почему люди их выкидывают. Ну, разные обстоятельства бывают, наверное. Но украшения Пьер Ланг – это высочайшее качество бижутерии. Тут вообще не к чему придраться. Они всегда в идеальном состоянии. Вот такие вот клипсы в серебряном цвете. Очень-очень красивые. Конечно же, у всех украшений есть маркировка вот здесь. И эти клипсы мне напоминают еще одни. Сейчас я вам покажу. Напоминают они мне вот эти клипсы. Посмотрите, как здесь перекликается вот этот дизайн. Эти клипсы в желтом металле более крупные кристаллы, а здесь более мелкие. Вот. Очень-очень красивые. Положу эти клипсы здесь. Мне они очень нравятся. Вот эти. Я их хотела оставить себе, но не знаю, мне очень сложно носить клипсы, потому как они давят на ухо, я не могу долго в них ходить. Бывает, что зажим у клипс более-менее нормальный, но в таком случае я их боюсь тогда потерять. Ну вот как-то у меня плохо складывается с клипсами именно. Но в коллекции у меня, конечно же, есть. И вторая пара, тоже эти сережки Пьер Ланг. И посмотрите, здесь уже немного другой цвет металла. Он тоже золотистый, но не настолько вот желтый, мне кажется, как этот. Да, может быть, на камере это не так сильно видно. Ну, я бы не назвала эти клипсы винтажными. Просто я их нашла на барахолке, конечно же, взяла. И что удивительно, я еще не встречала никогда бижутерию Пьер Ланг, у которой были бы выпавшие кристаллы. То есть настолько это качество превосходное, что у меня даже вот не возникает никаких сомнений, брать эту бижутерию или нет. Я всегда считаю, что нужно брать и бежать, знаете. Вот так. Так, эта брошка чешская. Я думаю, что она очень старая. Ее можно, наверное, почистить, и она будет блестеть. Но я не очень люблю настолько чистить винтажные броши, потому как мне нравится именно этот винтажный их вид. А дальше еще будут несколько чешских брошей. Ну, а из этого пакетика еще вот такие вот костяные бусы со слониками. Конечно, со слониками очень часто встречаются эти индийские бусы, но именно эти, посмотрите, как они детализированы. Очень качественная вот эта резьба.
Мелкие детали очень точные, и слоники просто милейшие, милейшие слоники. И здесь вот, конечно, у слоника вот что-то подгорело. Вот замочек тоже костяной, цельный, и тоже полностью из кости выполнен. Он очень такой вот хрупкий, мне кажется. Не знаю, ну, в общем, нужно аккуратненько его как-то заворачивать. Но в целом бусы просто великолепные, шикарные. Я считаю, что это превосходная ручная, конечно же, работа. По-другому никак. Дальше еще несколько украшений из другого пакета, скажем так. Вот такая брошь оригинальная, с монетами, да, с вот такими вот подвесками. Что удивительно, у меня такая брошь уже была. Я такую брошь находила один раз, и она была даже в худшем состоянии, чем эта. У этой есть вот здесь вот немного черная уже вот эта вот патина, которую я не люблю. Прям коррозия уже, знаете, такая. Но надо сказать, что предыдущий вариант у меня был в худшем состоянии. Эта брошь великолепная. Просто потрясающая, я считаю. Здесь очень такая вот мелкая работа, детализированная, отличная чеканка. В общем, монетки очень красивые. И часто, кстати, вот эти вот монетки, разные украшения с монетками, они прямо очень часто пользуются популярностью. Я сама люблю такие украшения, ну и всегда нахожу для своего магазина, беру тоже. Дальше вот такая великолепная брошь стеклянная, глушенное стекло. Я когда эту брошь увидела, я просто, знаете, обомлела. А вообще я не коллекционирую глушеное стекло, но вот такая вот брошь, во-первых, посмотрите, сколько цветов здесь, как это стекло отливает разными оттенками. Она потрясающая, просто обалденная. И я когда ее увидела, я подумала, а почему я не коллекционирую глушеное стекло, да, почему бы и нет. И вот такой вот абстрактный дизайн, как раз, знаете, в стиле 60-х, вот нечто такое вот абстрактное, да, непонятное. Но вот сам этот кусочек стекла, он волшебен. Вот тут и зеленый, и синий, и фиолетовые оттенки. Такой вот жучиный цвет, да, такой. Это супер клевый. Я думаю, что такая брошь станет просто вершиной коллекции глушенного стекла. И еще, не побоюсь этого слова, шедевр глушеного стекла. Вот еще одна брошь стеклянная. Она тоже великолепная, с не менее абстрактным рисунком. И каждый в этой броши может увидеть что-то свое. Напишите в комментариях, что вы видите. Мне это сначала показалось, знаете, как кусочком лавы, вот эти вот серебряные, даже не знаю, как назвать это, как сформулировать. Здесь вот как будто текстура дерева, да, в этих вот серебряных прорезях. И все это очень хорошо заполировано. Ну, мне очень трудно вот описать эту брошь, поэтому вот посмотрите, что вы видите. Очень красивая. Тот, кто коллекционирует глушеное стекло, вот эти вот два экземпляра, я считаю, просто
непревзойденные, красивейшие. Ну и последняя рубрика моих находок — это маленькие таблетницы, пузыречки, шкатулочки. Такое я тоже коллекционирую и выбираю такие же товары для своего магазина. Вот такая вот маленькая порцеляновая таблетничка. Может быть, не таблетница, а просто коллекционная шкатулочка такая, которую можно коллекционировать. У меня тоже очень много таких вот маленьких таблетниц. Я как-то показывала эту свою коллекцию. Она плотно закрывается. Это, скорее всего, чешские, наверное, вот такие вот шкатулочки. Они мне не раз попадались, но, честно вам скажу, я вот открываю это все при вас, поэтому я даже еще не смотрела, что это за клеймо. Мне не кажется, что это какая-то большая редкость, но вещица очень милая и достойная, мне кажется, какой-то коллекции. Ну и закончу сегодня видео вот этими двумя флаконами. Такие флаконы я вам показывала уже. Это греческие флаконы для сухих духов. Видите, тут до сих пор даже они есть. Запах, конечно, тут... Еще раз понюхала. Запах не очень, ну, как у всех старых духов, знаете, вот старых, которые уже залежалые, видимо, у них со временем пропадает, какие-то улетучиваются ингредиенты, и пахнут они не очень, скажем прямо. Вот здесь такое есть у этих пузыречков. Такая вот пластиковая палочка для нанесения духов. В общем-то, тут же сохранилась даже этикетка. Тут написано, что это Made in Greece. Но пузырьки эти очень красивые, очень. Они керамические, не фарфоровые, они керамические, но сделаны великолепно, очень красиво. Ну и флакон, чешский флакон. Тоже я вам их не раз показывала. Тут уже стеклянная палочка для нанесения духов. Можно наливать свои. Мне кажется, в этот флакончик ничего никогда не было налито. Единственный недостаток этого флакона — это вот утеря 3 кристаллов. Вот здесь вот они были. Не знаю, какого цвета, но думаю, что, скорее всего, такого же вот малахитового цвета, малахитовое стекло, наверное, здесь было. Но я, конечно, я обязательно его восстановлю, но что будет видно, что я сюда вставлю, я еще не думала об этом, конечно же. Даже пока представления не имею, что у меня есть, или где-то что-то, может быть, я найду. Но вот эти чешские флаконы, они, конечно, великолепные. Я их тоже очень люблю, и в моей коллекции они были. Что-то я продавала, что-то у меня еще есть. Вот. Ну и вот на этом все, пожалуй. Это все, что я нашла за последнее время. Надо сказать, что находок с каждым разом мне вот все сложнее находить что-то интересное. Все мало мне попадается чего-то такого стоящего. Но пока так. Ну, подписывайтесь на канал, конечно же. Мне приятно, когда люди постоянно меня смотрят. Не просто мои видео выходят в каком-то поиске и в рекомендациях. Ну, буду с вами прощаться. Всем пока. До встречи в следующем видео.